Когда мальчик находит брошенную машину в лесу, он решает заглянуть внутрь из любопытства. То, что он находит внутри, сильно его удивило. Семья Джонсов отъехала на 100 миль от своего дома в пригороде, углубившись в густой неизведанный лес, известный своей нетронутой красотой и безмятежностью. Это было место, куда приходило мало людей, за исключением тех, кто, как и Джонсоны, жаждал объятий природы и острых ощущений от исследования неизведанной территории. Они прибыли накануне вечером с машиной, загруженной походным снаряжением и провизией, которых хватило бы на несколько дней. Семья решила провести следующий день за грибами и осмотреть окрестности. Майкл, которому только что исполнилось 12 лет, чувствовал себя более независимым, чем когда-либо. Он умолял своих родителей предоставить ему больше свободы в этих поездках, стремясь доказать, что он может справиться с собой в одиночестве на природе. Майкл углубился в лес. По прошествии нескольких часов мальчик понял, что рискнул больше, чем намеревался. Его начала охватывать паника, когда он попытался вернуться. Лес выглядел по-другому в мертвенном свете, и знакомые ему ориентиры, казалось, исчезли в сгущающейся темноте. «Мама! Папа!» — закричал он, его голос дрожал от страха. Но густая листва поглотила его слова, не оставив ему ничего, кроме нарастающего звука его собственного учащенного сердцебиения. Майкл продолжал идти в надежде вскоре найти обратную дорогу. Но с каждым шагом лес казался все гуще и незнакомее. Как раз когда он собирался поддаться отчаянию, что-то привлекло его внимание. Это был металлический отблеск, пробившийся сквозь густую гущу деревьев. Сначала он подумал, что это может быть отражение его фонарика, но, подойдя ближе, он понял, что это что-то гораздо большее. И именно в этот момент он увидел машину, стоявшую на небольшой поляне, как реликвия из другого времени. Майкл схватился за ржавую ручку двери и потянул. Она скрипнула, открываясь с удивительной легкостью, источая затхлый запах, который заставил его отшатнуться. Но внимание мальчика привлекла тяжелая изношенная коробка на заднем сиденье, частично скрытая пыльным одеялом. Рука Майкла дрогнула. Его любопытство боролось с чувством беспокойства. Коробка была старая, деревянная, с потускневшими металлическими петлями, из тех, что можно увидеть в пиратских фильмах. Сундук с сокровищами, ожидающий своего открытия. Его пальцы терлись о шероховатую поверхность, ощущая на ней бороздки и изъяны, стертые временем. Сверху были вырезаны тусклые слова «Возвращение Винсенту Дрейеру. 6 мая 1986». Дата показалась ему странной. Точно момент, застывший во времени. Что произошло столько лет назад? И почему они оставили ее здесь, брошенную в этот забытый уголок леса? Внезапно в лесу раздался громкий звук, вернувший Майкла к реальности. Он уронил коробку, и его сердце подскочило, когда коробка упала на пол машины. Но внимание Майкла теперь было приковано к окружающей обстановке. Его чувства находились в состоянии повышенной готовности. За короткое время, пока он осматривал машину, небо значительно потемнело. Последние остатки дневного света быстро угасали. Майкл сделал глубокий вдох, пытаясь успокоить свое учащенно бьющееся сердце. Он знал, что паника сейчас ему не поможет. Затем он услышал вдалеке несколько шагов. Сначала он подумал, что это может быть его воображение или какое-то большое животное, движущееся по лесу. Но по мере того, как звук приближался, он узнал целенаправленный шаг нескольких человеческих ног. «Папа!» — закричал он, вставая и отчаянно размахивая руками. «Майкл!» — ответил серьезный голос, полный облегчения и беспокойства в равной степени. Мальчик, наконец, смог различить фигуру своего отца, пробиравшегося к нему между деревьями с фонарем в руке. Увидев своего отца, Майкл бросился к нему, чувствуя прилив утешения и безопасности.
«Я думал, что мне придется провести ночь одному», — сказал Майкл приглушенным голосом, прижимаясь к своему отцу. «Я ушел слишком далеко, а потом не смог найти дорогу обратно». Дэвид испустил глубокий вздох облегчения, напряжение многочасовых поисков, наконец покинуло его тело. «Мы очень волновались за тебя, малыш», — сказал Дэвид. «Я не хотел заходить так далеко. Но, папа, ты не поверишь, что я нашел!» — прокричал мальчик. Волнение от его открытия внезапно вернулось, на мгновение затмив страх и облегчение последних нескольких часов. Дэвид проследил за взглядом сына, и его глаза широко раскрылись в недоумении, когда он увидел старую машину, которая, казалось, умерла посреди леса. «Она здесь уже давно», — объяснил Майкл голосом, полным эмоций. Он наклонился, чтобы поднять находку, которую уронил, и сказал: «Я нашел эту коробку внутри. Она названа в честь Винсента Дрейера». Дэвид взял коробку из рук сына и почувствовал ее вес в своих руках. Имя, высеченное на дереве, казалось древним. Буквы выцвели, но все еще были разборчивы. Майкл, затаив дыхание, наблюдал, как его отец осторожно открывает крышку. То, что они нашли внутри, очень удивило их. Внутри коробки, завернутые в старую ткань, лежали золотые слитки, поверхность которых потускнела с течением времени, но которые были безошибочно ценными. Рядом со золотом лежало несколько военных медалей, а под всем этим — стопка фотографий. «Это стоит целого состояния», — прошептал Дэвид. Его голос был едва слышен. «Но почему они оставили это здесь? И кто такой Винсент Дрейер?» У Майкла роились идеи, каждая из которых была более захватывающей, чем предыдущая. «Ты думаешь, она принадлежит этому человеку, Винсенту Дрейеру?» — спросил он, беря одну из старых фотографий и внимательно изучая ее. «Должны ли мы попытаться найти его?» Дэвид медленно кивнул, погруженный в свои мысли. Его опыт рейнджера и природная осторожность противоречили его любопытству к таинственной находке. Если имя и адрес все еще доступны для чтения, возможно, они смогут его разыскать. Но пока давай вернемся в лагерь и сообщим твоей матери. Она очень беспокоится за тебя». Дэвид сделала паузу и посмотрел на Майкла со смесью облегчения и гордости. Пока они собирали вещи и аккуратно упаковывали коробку, Дэвид не мог избавиться от чувства беспокойства. Зачем кому-то оставлять такие ценные вещи, спрятанными в заброшенной машине в глуши? Было ли это как-то связано с каким-то забытым преступлением? После часа ходьбы по лесу они увидели сквозь деревья теплое зарево костра. Был виден силуэт Сары, расхаживающей взад-вперед возле огня. Как только она услышала, что они приближаются, она побежала к ним. «Майкл! О, слава Богу!» — вскричала она, заключая сына в крепкие объятия. «Я так волновалась за тебя!» Она отстранилась и осмотрела его взглядом в поисках каких-либо признаков травмы. «Я в порядке, мама. Я заблудился. Но потом я обнаружил кое-что удивительное», — сказал мальчик. Устроившись вокруг костра, теплый свет которого прогонял ночной холод в лесу, Майкл и Дэвид по очереди объясняли свое невероятное открытие. Сара с широко раскрытыми глазами слушала историю о брошенной машине и таинственной коробке. Той ночью, свернувшись калачиком в своей палатке, ни один из Джонсов не смог заснуть. Майкл представлял себе героев войны и спрятанные сокровища. Сара была обеспокоена юридическими и этическими последствиями своих выводов. И Дэвид не мог избавиться от ощущения, что они наткнулись на что-то гораздо большее, чем просто потерянная коробка. Когда первые лучи рассвета просочились между деревьями, семья решила прервать свой поход. Им нужно было больше узнать о Винсенте Дрейере и истории, лежащей в основе этого дела. Собрав лагерь, они погрузили свои вещи и таинственную коробку в машину и отправились на поиски адреса.
Это было всего в нескольких деревнях от того места, где они разбили лагерь. Поездка прошла спокойно. Каждый член семьи был погружен в свои собственные мысли. Когда они подъехали к адресу, то увидели старый, обветшалый от непогоды дом. Это было то место, которое казалось забытым временем, как и машина, которую они нашли в лесу. Майкл почувствовал, как по его спине пробежал холодок ожидания. «Это должно быть то место», — прошептала он, широко раскрыв глаза, наблюдая за каждой деталью разрушенного дома. Дэвид припарковал машину и сказал своей семье: «Давайте разберемся с этим осторожно. Мы не знаем, какой прием нас ждет». Он посмотрел на Майкла. «Позволь мне говорить самому, хорошо?» Майкл кивнул, хотя едва мог сдержать свое волнение. Дэвид подхватил коробку, поднялся по тропинке к входной двери и постучал. На мгновение ответа не последовало, и Майкл начал беспокоиться, что они проделали весь этот путь зря. Но затем они услышали какое-то движение внутри, и через мгновение дверь со скрипом открылась. В дверях стояла пожилая женщина. Ее бледные глаза были уставшими, как будто она слишком много чего повидала в жизни. Но в ее голосе было тепло, когда он заговорила: «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Мадам», — начал Дэвид мягким голосом, «мы нашли в лесу что-то, что, по нашему мнению, может принадлежать кому-то по имени Винсент. Вам что-нибудь говорит это имя?» Лицо женщины побледнело, и она поднесла руку к груди, как будто хотела успокоиться. Ее глаза остановились на коробке, которую Дэвид держал в руках, и она отступила на шаг назад. «Винсент», — прошептала она едва слышным голосом. «Мой Винсент». Сара поспешила поддержать женщину и подвела ее к стулу, стоявшему прямо напротив двери. «Вы в порядке? Вам нужна вода?» — предложила Сара. Женщина благодарно кивнула, и Майкл поспешил вернуться к машине, чтобы взять бутылку воды. Возвращаясь, он услышал, как женщина заговорила более громким голосом, но полным глубокой печали. «Прошло более 30 лет с тех пор, как Винсент исчез. Он был моим мужем. Однажды он отправился в лес в поисках чего-то, что оставил ему его дед, по его словам, наследство. И больше я никогда его не видела», — рассказала пожилая женщина. Майкл слушал, очарованный и немного напуганный разворачивающейся перед ним историей. Он увидела, как его отец осторожно поставил коробку на столик. Женщина протянула дрожащие руки, чтобы открыть коробку. При этом по ее лицу потекли слезы. Она вытащила медали и прижала их к груди. Затем она взяла себя в руки и начала объяснять. Дедушка Винсента был героем войны во время Второй мировой войны. Он вернулся с медалями и орденами. Он никогда не доверял банкам. Он говорил, что слишком многое повидал на войне, чтобы доверять им. Поэтому он все это спрятал. Майкл наклонился, увлеченный рассказом. «Что же тогда произошло?» — спросил он, не в силах больше сдерживать свое любопытство. Женщина грустно улыбнулась ему и сказала: «Дедушка Винсента рассказал ему о сокровище перед своей смертью. Он дал ему карту и ориентиры. Винсент был очень взволнован. Дедушка сказал, что как только мы его найдем, мы будем обеспечены на всю жизнь. Но он так и не вернулся из того леса». Семья в почтительном молчании слушала, как женщина, представившаяся как Элеонора, рассказывала больше о своей жизни с Винсентом. Она говорила о своих мечтах, о своей любви и о пустоте, которую его исчезновение оставило в ее жизни. Пока она говорила, Майкл начал понимать, что настоящее сокровище — это не золото и не медали, а сувениры и любовь, которую они олицетворяли. Через некоторое время слово взял Дэвид. «Миссис Дрейер, золото в этой шкатулке очень ценно. Я думаю, что оно принадлежит вам, как вдове Винсента». Но Элеонора решительно покачала головой. «Я не хочу этого.
Без Винсента это ничего не значит. Все эти годы я прекрасно обходилась без этого золота. Пожалуйста, используйте это для чего-нибудь хорошего. Это то, чего хотел бы Винсент». Майкл посмотрел на своих родителей, и они обменялись понимающим взглядом. «Мы могли бы использовать золото, чтобы помочь привести в порядок ваш дом», — тихо предложил Дэвид, оглядывая старые обои и провисшие потолки. Элеонора горько улыбнулась, вспомнив годы воспоминаний, связанных со старым домом. «Это было бы хорошо», — тихо сказала она. Винсент всегда говорил о том, чтобы обустроить это место, но у него никогда не было такой возможности. Итак, с благословения Элеоноры семья Джонс приступила к неожиданному проекту. В последующие месяцы они использовали золото, чтобы отремонтировать дом Элеоноры и вернуть ему былое великолепие. За это время между Джонсами и Элеонорой установилась глубокая связь. Они регулярно навещали ее, помогали сортировать старые фотографии и слушали ее рассказы о Винсенте. Майкл, в частности, был очарован рассказами деда Винсента и его опытом военного времени. По мере того, как ремонт подходил к концу, Элеонора, казалось, снова ожила. Впервые за многие годы дом наполнился светом и смехом. Она сказала Джонсонам, что их доброта и обновленная энергия в их доме вдохнули в нее новую жизнь. В этот момент Майкл осознал нечто глубокое. В тот день в лесу он нашел нечто большее, чем просто сокровище. Это была потерянная часть истории, связь с человеком, который исчез, преследуя воспоминания о своем прошлом. Тайна исчезновения Винсента оставалась неразгаданной, но в некотором смысле они привели его домой. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте семьи Джонс, когда нашли бы столько золота? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.